Как быстро заработать денег в GTA Online? Если ты задался таким вопросом, то ты точно по адресу. Let's go, bitch. Для начала важный всем совет. Ничего не покупайте и не продавайте по средам. Каждый четверг в GTA обновляются скидки и бонусы. И как вы уже догадались, чтобы быстро пофармить, нужно быть в курсе актуальных предложений по увеличенным выплатам. Но если ничего вкусного там нет, а вы играете на консолях нового поколения, Ну да, пошел. то легкая еженедельная гонка от ХАО обязательно к прохождению. Ну и обычную тоже можно проходить, но я обычно скипаю, а еще, конечно, есть для каких-то особых любителей. Наверное, нужно будет пройти медицинскую комиссию. Опять ректальный осмотр, я не готов. Ну что поделаешь, ну придется вам как бы пройти это. А давай ты за меня пройдешь, ведь ты уже опытный в этом деле. У тебя здоровый анус? Гонки на машинке, на радиоуправлении. И да, сама по себе она стоит 1,5 миллиона. Смотрите сами. Перика. Да-да, заезженная тема. Но вы можете грабить блондина. Час за пары и около 1,5 миллиона уже в кармане. 2 ограбления и вы окупите подлодку. Но специально для того, чтобы вы не сошли с ума, Rockstar добавили интервал в 3 часа. А знаете, что можно сделать за 3 часа? Ограбить казино с друзьями. Советую найти себе игроков по душе и проходить с ними различные ограбления, включая классические. А как поймете, что это именно те ребята, то вперед на испытание гения преступного мира. 10 часов потных классических ограблений без смертей, и каждый из вас получит по 12 миллионов. Неплохо, да? А там уже, глядишь, и вы захотите пройти и гений преступного мира 2, гений преступного мира 3, а также 4. Но там платят гораздо меньше, там 1 миллион с чем-то, 2 и 3, соответственно. Но кто любит хардкор, тот любит хардкор. И раз вы уже играете с друзьями, то можно вспомнить и про жесткий гринд. Да-да, баян. Welcome to the club. Возить ящики, авиагрузы, продавать друг другу товар с предприятий. И буду честен, удовольствие тут столько же, как по КД грабить тропический остров. Разве что только вам нравится сам процесс, и вашим друзьям тоже. Но я был обязан рассказать и про эти рутинные эффектные способы заработка. Но лично на постоянке я вам не советую, да и плюс, если вашим друзьям не нравится, то вы можете в принципе их так и потерять. Ну и вообще, вы что, какой-то завар что ли? Ну кто понял, тот понял. А пока вы не нашли друзей или ждете, пока они зайдут, то можете продавать разнородный товар через секретаршу в офисе, излишки оружия в бункере и транспорт для клиентов через мотоклуб и автомастерскую. А еще разный редкий экспортный транспорт в доке отвозить, если под руку попадется. Ну а вот для новичков прям вообще полно всего. Начиная от подключения двухфакторной аутентификации, за которую дают, кстати, 500к зелени. Также всем советую, кто не собрал, собрать все коллекционные предметы, это дает неплохо опыта, неплохо денег, а также выполнить все испытания с оружием, потому что, опять-таки, вам, во-первых, получите оружие, которое, ну, я не знаю, будете вы использовать или нет, но каменный топор в некоторых миссиях, кстати, очень советую, а также вам дадут неплохой денежный бонус. А теперь к моему любимому. Пассивный заработок через ночной клуб. Кислотную лабораторию, сбор денег с сейфов. Да-да, если вы обладатель всего в GTA Online, то не забывайте про эти замечательные возможности. А кому интересно более подробно, то видео из подсказки настоятельно рекомендую. И конечно, не стоит забывать про агентство. Не только Security Serve. Кстати о нем, если вам нужно отойти на минут 10 и вы играете в спокойной сессии, или же сессии с другом, то советую запустить охоту за головами, или же вы обладатель яхты, то борьбу с пиратством. Так за время вашего АФК вы получите плюс 30 тысяч зелени. Неплохо, да? А еще и бонус. 4000 опыта как бы на дороге не валяются. А теперь вернемся к Франклину и партнеру. Тут будет к месту и обычные контракты, за которые в течение минут 5 вы будете получать от 30 до 60 тысяч долларов, и это без учета двойных. Правда, со временем они вам, конечно, наскучат, поэтому разбавляйте другими способами из этого видео, как и в принципе любой фарм. Так вы, конечно, если не составите четкий план, потеряете в профите, но с планом вы сможете не только эффектно нафармить, но игра вам не скоро надоест. А самое вкусное в агентстве знаете что?
это возможность каждые 20 минут запускать заказное убийство, которое проходится за минуты 3 или 7, в зависимости от условия, при выполнении которого вы получите 85 тысяч, и это без двойных. С ними, так это вообще топ, но бывает сие чудо очень редко, как и увеличенные выплаты на острове Эль-Рубио. Самый важный совет этого видео – фарм фармом, но играть нужно с кайфом. Поэтому не забывайте разбавлять свой геймплей различными заданиями и занятиями. Ну и в принципе, просто играйте и получайте удовольствие. Вы в GTA не на работу ходите, чтобы гриндить, но и накрутки с гличами осуждаю. Лично я, как и говорил, использую пассивный заработок и ни в чем себе не отказываю, даже могу таксовать для души. Для тех, кто пропустил подсказку, оставлю ссылку на интересный гайд по своему заработку в GTA Online в описании. Буду рад почитать ваши комментарии и увидимся в Лос-Сантосе. I study every single frame. I don't just listen, man, I change and grow a little every day. I got this hunger deep inside of me. I got this need, it keeps on guiding me.